Приветствую, говорит Макс Вольф. Культ личности – явление, уходящее своими корнями в недра истории. В Европе культ личности наиболее ярко проявился во времена Римской империи, а также в период абсолютных монархий. Тем не менее, в глазах современного обывателя именно 20 век с его железными лидерами и кровавыми диктаторами стал ярчайшим воплощением данного явления. Ни одно обсуждение темы культа личности не обходится без упоминания Адольфа Гитлера. В сегодняшнем материале мы рассмотрим одно из проявлений культа личности в Германии, а именно празднование дня рождения фюрера. 20 апреля. На протяжении 13 лет эта дата являлась главным днем в году для многих немцев. Празднование дня рождения Гитлера проделало длинный путь. Изначально чествование фюрера не выходило за рамки партии и преданных соратников, но все изменилось после 1933 года. Захват власти и последовавшее за этим устранение последствий тяжелейшего экономического кризиса трансформировало локальный праздник в общенациональный. В этот день в Берлин со всех концов страны стекались вереницы гостей и подарков, а почта работала в усиленном режиме из-за количества писем с пожеланиями, отправляемых на адрес рейхсканцелярии. Из года в год, с ростом благосостояния населения, расширялся и масштаб народных празднеств. В 1939 году празднование достигло своего апогея, став самым масштабным и дорогостоящим за всю историю Третьего Рейха. К 1939 году образ Гитлера в глазах среднестатистического немца преобразился от партийного лидера к спасителю нации, и 50-й юбилей был обязан соответствовать этому преобразованию, демонстрируя полное единство народа вокруг своего вождя. Шпеер превратил Берлин в гигантскую театральную площадку, используя огромные знамена и специальные осветительные установки, так называемые «храмы света». Благодаря Йозефу Геббельсу был выпущен фильм «Hitlers 50. Geburtstag», чьи трансляции создавали эффект присутствия для каждого немца, даже в самой дальней деревушке. Стараниями Макса Амманна был создан юбилейный, так называемый «золотой» вариант бестселлера того времени «Mein Kampf». Внутренне юбилей должен был стать всенародным вотумом доверия. Традиционно вечером 19 апреля было проведено факельное шествие, символизировавшее пробуждение нации. Основное же действо было запланировано на 20 апреля. Однако помимо очевидных причин были и другие, более важные, из-за которых этот день рождения должен был стать особым. Внешнеполитическая обстановка диктовала свои условия, ввиду которых этот юбилей ознаменовался так называемым «парадом превосходства». Весна 1939 года стала переломным моментом. После того, как в марте Германия заняла оставшуюся часть Чехии, создав протекторат Богемии и Моравии, чаша терпения западных демократий оказалась переполнена. В конце марта Чемберлен дает гарантии Польше. Если та окажется в состоянии войны с одним из своих соседей, а именно исключительно с Германией, что было уточнено в дополнительном секретном протоколе, Польша может рассчитывать на военное вмешательство со стороны западных держав. При этом гарантии можно было трактовать таким образом, что Англия вступит в войну не только в случае прямой агрессии со стороны Рейха, что делало их не чисто оборонительными, но скорее направленными напрямую против Германии. Это существенно меняло баланс сил в регионе. Гитлер блефовал. Он хотел показать Лондону и Парижу, что Германия готова к войне, она не боится вызова и угроз Запада. Именно поэтому по новой оси Восток-Запад, спроектированной Шпеером, прошли десятки тысяч солдат, проехали сотни танков, а в небе над ними пролетела авиация. Гитлер хотел использовать торжество, чтобы продемонстрировать стальное единство Германии и заставить Запад отступить. Это была попытка запугать противника блеском и мощью армии, которая на самом деле пока не могла сравниться с военной мощью Британии и Франции. Парад вермахта 1939 года стал самым масштабным в истории Третьего Рейха. Он длился более 5 часов, а участвовали в нем от 40 до 50 тысяч солдат. Согласно дневникам современников, которые описывали этот день, людей охватывало состояние, близкое к трансу при виде бесконечных колонн людей и техники.
Вашему вниманию представляется уникальная новостная хроника тех событий. Приготовление к 50-му дню рождения фюрера. Создателя Великой Германии благодарит и поздравляет весь народ. Со всех уголков Райха и от всех слоев населения тянется непрерывная вереница подарков фюреру в рейхсканцелярию. Берлин встречает гостей со всего мира. Накануне дня рождения генеральный строительный инспектор столицы Райха профессор Шпеер представляет фюреру завершенную ось Восток-Запад. С площади Гросса-Штерн приветствует возрожденная колонна Победы. Утром специальная композиция Лейбштандарта открывает круг поздравлений.
чехословацкий министр-президент доктор Тисо, рейхспротектор барон фон Нойрат и президент Гаха,
Подразделения строятся для парада. Начинается крупнейший военный парад Третьего Райха. На протяжении 4,5 часов части всех родов войск проходят мимо своего верховного главнокомандующего. Десантники.
Моторизированная пехотная дивизия. Транспортируемый танковый дивизион. Пятидесятый юбилей Гитлера ознаменовался переходом от чисто гражданского характера празднования к военно-политическому. Все большую роль стал играть вермахт, чей парад 20 апреля 1939 года стал самым массовым за всю его историю, но также и последним мирным парадом в короткой истории Третьего Рейха.